Неужели у Цыпленкова нет шансов против Гаспарини? Если он будет в такой же форме, то шансов у него мало. Главное оружие Девона Ларета, которого должен бояться Леван Сагинашвили. Ты проиграешь этот матч. Ты все проиграешь. Ты проиграешь кисть даже. О, нет, нет. Что будет, если Алан Залоев уйдет из армрестлинга в строгий подъем на бицепс? И можно ли стать чемпионом России, занимаясь только 1 месяц? Спонсор выпуска — компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Сегодня мы вновь вернемся ненадолго на прошедшее совсем недавно первенство России. Кто знает, может быть, кого-то из этих ребят мы скоро увидим на турнирах самого высокого уровня, таких как AMC или East vs West. Вообще чемпионат, как чемпионат России, это самый важный турнир, а это самый важный чемпионат для нашей молодежи. Поставили рекорд, более 800 человек именно участвуют и борются. Это рекорд для юниоров, для первенцев. Многие те, кто в этом году ходят в призы, они уже по мужикам могут показать результат. Я уже долгое время работаю тренером и всегда считал, так же как и Василий Кузнецов, что трудолюбие бьет класс. Но 15-летний парень из Тверской области, Артем Игнатов, заставил меня засомневаться в этом. Я уже рассказывал про него в нашем предыдущем выпуске. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Этот парень настолько одарен, что всего лишь после месяца тренировок смог подняться на первую ступень пьедестала первенства России. Правда, получил травму, которую заметил только спустя некоторое время. Но вместо похвалы предыдущий тренер заставил парня в наказание за пропуски тренировок приседать 2000 раз. До этого в Московскую область переобулся. Ну, там с тренером поссорились. Приседать заставлял меня очень много. Он считал, что ноги нужны? Ноги нужны, конечно, но... Нет, он считал, я спрашиваю. Нет, это он как бы в наказание. То, что я, руку сломал, получается, на первенство России. И после я перелома к нему прихожу, он говорит, 2000 раз приседаешь или больше с меня не выступаешь. Тренировки пропускал. Ты... Да, ну, я с рукой сломал. Ну да. Ты понял, да? Да, я понял. Я еще живу в сказке, да, у вас рассказывал. Ну, на прошлой России я, получается, на правый первый стал, а на левый третий. В сумме тоже первый забрал. Сломал руку, у меня там такая общая ситуация получилась. Я на первенство России вроде сломанной рукой боролся. После первенства России я, получается, приехал в больницу. Мне сказали то, что у тебя рука уже давно была сломана. Я не знаю даже, как я ее сломал. И на первенстве России я вроде сломанной рукой боролся. Я, получается, на России берут интервью, говорят, сколько ты занимаешься? Я говорю, месяц. Ну, тебя базовый обучил, типа вверх, бок, крюк, да? База. И что тебе там вообще? Месяц, она такая говорит, блин, месяц, пипец. Но я напишу тебя меньше года. Я поинтересовался у юного дарования, что он думает о предстоящем поединке Дениса Цыпленкова и Эрмеса Гаспарини. Забитый. Я, конечно, Гаспарини ставлю на самом деле. Но хотя на левой, на левой не знаю, у Гаспарини левая, конечно, такая сильная. Ну, трудно сказать. Денис как бы он набирает, потихонечку набирает форму. И здесь нужно просто понимать, к поединку в какой форме подойдет. Ну, ты же видел, да, как проиграл, да? Да. Если он будет в такой же форме, шансов все зависит от человека, от внутренних его сил, от мотивации,
от той ситуации, в которой находится его там организм, да, ведь мы можем порой желание иметь большие, а уже то, что делали там в 25, да, в 50 уже просто невозможно сделать. Артем, какое, на твой взгляд, главное оружие Девона Ларета, которого должен опасаться Ливан Сагинашвили? Вот первые 2 раунда, я думаю, будут, скорее всего, за Ливаном, а потом, я думаю, Девон его зацепит и все-таки пару раундов точно заберет в конце. И все-таки вот со счетом каким-нибудь, они до скольки, получается, раундов? 5 у них раундов? 6. 6. Ливан заявлял, что 6-0 будет. Ага. Типа он сказал, я Ларата сделаю полностью. Ну, скорее всего, 2-4. Он Эрмеса-то не сделал полностью. Интересно, на самом деле, наблюдать, как Девон подогревает интерес. Но в то же время, если смотреть со стороны соперника, то это, конечно, получается ему очень неудобно. Особенно, как вот, допустим, его жена вот очень сильно кричит во время поединка. И вот вроде в матче с Ливаном она тоже будет на сцене с ним стоять. И вот это вот я понимаю, что это вот прям сопернику это очень неудобно, это прям... Со стороны зрителя это, конечно, вот хайпово получается. Но пока это, наверное, меня не коснулось, как бы его трэш-ток, мне это интересно. Вот коснется, если коснется, конечно, вот меня, надеюсь, коснется. Вот тогда вот посмотрим, может поменяю мнение. Артем, расскажи нам про свои силовые, какой вес ты поднимал на бицепс? Двумя руками. Ну, сидя я делал 87. Какой, кривой гриф или прямой? Кривой, да. Стоя 95 делал. Залоев и то в сторонке курит, кстати. До Алана Залоева, конечно, Артему далеко, но кто знает, может быть через несколько лет они встретятся или в зарубе на бицепс, или в поединке за столом. А пока давайте представим, что Алан Залоев выступал бы в строгом подъеме на бицепс. На мой взгляд, он бы побил там все рекорды. Я не видел армрестлера, кто бы так чисто, практически без читинга поднимал 100 на бицепс. И это без специальной подготовки. А если бы Алан целенаправленно готовился к соревнованиям, я думаю, даже Олегу Соковичу было бы непросто составить ему конкуренцию. Хотя сам Олег прокомментировал подъем Алана так. Очень сильно, красиво, но как и у всех армрестлеров, низ движения сильно отстает. Середина и верх амплитуды доминируют, и там Алан невероятно силен и, вероятно, смог бы работать даже 110 килограмм. Но совершить срыв даже 90 килограмм с полностью выпрямленной руки без участия спины, к примеру, прижавшись к стене, для этого надо конкретно тренировать подъем на бицепс. К сожалению, уверен, что это не в приоритете у Алана, и чтобы выйти на топ-уровень в подъеме на бицепс, надо будет жертвовать армрестлингом. А как считаете вы? Напишите в комментариях. Ну а пока Алан не готов жертвовать армрестлингом и продолжает готовиться к турниру AMC, который пройдет в Санкт-Петербурге уже 25 мая. А мы уже в начале мая проводим турнир армфайтов «Стальные руки» с участием спортсменов-инвалидов и очень надеемся на вашу помощь в проведении турнира. Давайте все вместе устроим ребятам праздник. Просим вас всех поучаствовать в этом добром деле. Все средства, которые вы перечислите, пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям. Помочь нам можно, отправив любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. А на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И не забудь поделиться этим видео у себя в социальных сетях, это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Ну а текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Подписывайся на мой канал, ссылка в описании.